Всех приветствую. Запишем обновление обзора криптовалют. Посмотрим, куда биткоин у нас ушел за прошедшие сутки. А он у нас идет все ниже, ниже и ниже. Ожидался еще небольшой запрос наверх, перед тем, как окончательно идти вниз. Но все, что мы смогли выжить, это вот этот небольшой заброс. Предположительно, коррекция у нас завершится вот здесь. Посмотрим поближе на 15 минутках. Но на 15 минутках еще есть шанс, что биткоин с этих уровней пойдет наверх. Вот если он отсюда пойдет еще ниже, пробивать вот этот лой и еще ниже, то уже маловероятно, что он даст еще один прострел. А так, если воспринимать вот эту волну как 1, 2, 3 и вот здесь как раз таки 4 на уровне, то мы можем сходить еще и в пятую. Но пока за основной сценарий я беру то, что коррекция завершилась и мы идем вниз. Объемы у нас так и не появились. Зоны все коррекционные мы посетили. Все, что нужно, здесь выполнили. И ближайшая коррекционная зона, если пойдет все по плану, находится на данных уровнях. Если здесь не будет никаких усложнений треугольников и туземунов, то идем в район отмеченной зоны. Основной сценарий такой. Дальше смотрим эфириум. По эфириуму тоже аналогичная ситуация. Коррекционные зоны. В район коррекционных зон мы пришли. Объемы у нас так и не появились. Дивергенция не сломана. В конце видео посмотрим монету Мана. Вот там удивительные вещи произошли, которые, судя по разволновке, могут и отсюда начаться такие же. Внезапно, резко и наверх. Потому что структура была очень похожей. Но пока ориентировочно. То, что я сейчас вижу на графике, это движение вниз. Расчетную зону отмечу вот здесь. То есть до 1000 и даже ниже можем спуститься. Дальше Ripple. По Ripple тут даже и смотреть нечего. День за днем все одно и то же. Что здесь из новенького можно отметить? Что вот на часовике у нас появилась, видите, дивергенция на индикаторе. То есть появился еще один сигнал, что скоро мы пойдем вниз, если дивергенция не будет сломана. Дальше смотрим Dash. Dash мы не дошли в расчетную зону, но дошли в уточненную расчетную зону. Станет ли она конечной, пока неизвестно. Давайте глянем 15 минут. Здесь также лой мы не пробили, поэтому здесь все еще может быть это окончанием четвертой волны, после чего можем пойти наверх. Давайте глянем Аду. По Аде мы полетели вниз. Так, в 4 часах как все это выглядит. Зацепили пик волны 1 тенями. Посмотрим, как закроется вот эта свеча. Если глянуть на часовиках, то пока выглядит неплохо. То есть мы собрали вот здесь стопы, которые у многих стояли. Вот они, выросли объемы. И сейчас у нас свечка откупается обратно. В прошлом видео я уже сказал, что я словил стоп здесь. Правда, я его успел переставить в небольшой плюс, и поэтому вышел без потери даже с заработком. Если у вас стопы стояли не в безубытке, то, скорее всего, вы вот здесь словили стоп. Что сейчас делать те, кто не ставил стопы? Я думаю, просто держать. И, возможно, ниже появится возможность, где можно будет усредниться, потому что глобально картина не сильно испортилась. Пойти наверх шанс все еще есть. Во-первых, вот здесь дивергенция, то есть мы пробили вот эти лои, у нас пошел рост объемов, индикатор у нас даже повыше, чем здесь, поэтому есть шанс сходить наверх. Если кого выбило по стопам, в лонги сейчас залетать пока не стоит. Но в любом случае выбор ваш, деньги ваши, у каждого своя стратегия торговли. Я бы здесь не стал заходить. Меня здесь выбило по стопу, и я пока вне рынка по Аде. Кто в лонгах? Ну, либо закрывайте сейчас вручную, потому что здесь стопы, по идее, должны были стоять. Если не хотите ловить минус, можете пересидеть, потому что в конечном итоге приоритетный вариант все-таки достижение минимум вот этих хаев. Посмотрим Polkadot. Polkadot все-таки решил развернуться вниз. После того, как прошел выше расчетной зоны, решил развернуться вниз. С основным сценарием у нас движение совпадает, поэтому ничего менять не буду. Основной прогноз — это вниз. BNB. Так, здесь надо на часовика глянуть. Здесь у нас также мы достигли пик закрытых свечей, получили дивергенцию, вполне можем пойти ниже. Расчетные зоны не дошли, но пятиволновой импульс у нас здесь есть. Раз, два, три, 4, 5. С укороченной пятой волной.
до оптимальной зоны мы не добили. Поэтому здесь мы можем либо еще одним прострелом добить до расчетной зоны и потом вниз, либо сразу же пойти вниз. В любом случае, основной сценарий – это еще раз посетить лои. Монета из комментариев, набравшая больше всего лайков, это мана. И вот вам, я даже специально не стал убирать прошлый прогноз, хотя он не отработал, чтобы наглядно показать, как может измениться ситуация мгновенно. Вот график убираю, даже часовики поставлю. То есть нет объемов, пустили расчетную зону. Мы не получили здесь дивергенцию и ожидалось снижение ниже. По другим монетам мы, кстати, здесь все-таки получили дивергенцию и все нормально. Но мана решила пойти иначе. Развивалась четвертая волна, объемов по-прежнему не было, дивергенций никаких не было, ничего не предвещало. И вот здесь мы пробиваем, объемов по-прежнему нет, объемов нет, и вот они только начинают появляться. И просто за несколько часов мы улетаем на Луну. Какое здесь движение было на самом деле? Во-первых, стоит сказать, что получив такой большой объем и дальнейшее развитие движения, получается так, что мы не завершили третью волну. Здесь не третья волна еще будет только впереди заканчиваться. То есть мы просто начали новый импульс, который, возможно, станет завершением третьей волны. Расчетную зону здесь уже не посчитать. Здесь просто летим все выше и выше. Можно рассмотреть последний импульс, который многих порадовал, я думаю, кто успел в него зайти. Вот здесь мы получили пятиволновой импульс. Была волна 1, 3 волны вниз, волна 2. Ну, очевидно, здесь раз, два, три. 3 волны, здесь раз, два, три, 4, 5. Импульс, коррекция. И пошли в третью волну. Расчетную зону мы здесь пробили. Минимальную. Ближайший уровень, где мы можем притормозить, это вот здесь, на уровне вот этом Фибоначчи. Пока убираем и глянем, наверное, поближе немного. А она здесь и даже и не думает заканчиваться, волна. Размечать на более мелких таймфреймах смысла нет. Но здесь видно, объем растет, индикатор прет. И здесь очень хорошая техника торговли, называется «скупай любой откат, получай прибыль и покупай себе ламбу». При этом не забывай подпираться стопами. Это всегда в голове держите. А то даже на Ладу Калину не хватит. На этом все. Пишите в комментариях свое мнение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если хотите, чтобы вашу монету рассмотрели, пишите ее в комментариях, собирайте лайки под своими комментариями. И я выбираю именно ту монету для просмотра, на которой больше всего лайков. Удачной торговли и счастливо!